Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ох уж эти мастерицы-рукодельницы! Ну, дошили работу. Мусор ведь можно выкинуть. Ага, сейчас. Он ведь такой мусор, мусорный, самый нужный. Но как же с ним можно расстаться? Самое главное, что это натуральное волокно, хлопок. Это остатки хлопкового тина и обрезки хлопчатобумажной ткани. Мы его используем. Возьмем самую простую марлю. Наш текстильный мусор уложим равномерным слоем. Закроем другим краем марли. Размер смотрите сами, какой вы хотите и какой у вас получится. Потом немного пропарим утюгом нашу заготовку. Надо, чтобы заготовка лежала ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. Воспользуемся самодельным приставным столиком. А дальше частой строчкой простегаем нашу деталь. Сами понимаете, что торчащие края лучше подогнуть, их прошить, чтобы не оставлять лишних отходов. Заготовка получилась плотная и крепкая. Можно на медведя ходить. Для обратной стороны не обязательно брать большой кусок новой ткани. Можно составить из нескольких. Самое главное, чтобы ткани были натуральными, чтобы они не плавились от высокой температуры. Ткани для обратной стороны соединим вместе с запашивочным швом с открытым краем. Такое соединение крепкое и не очень толстое. И после предыдущих проектов остались у меня вот такие сшитые обрезки-полоски. Наверное, мы сделаем небольшую сортировку. Используем бирюзовые, голубые и синие лоскутки. Лишняя пестрота нам не нужна. Наш сэндвич из ткани основы и плотной марлево-мусорной части начинаем закрывать красивыми яркими лоскутками. Самая простая, обычная техника крейзи. В центр уложим яркий лоскуток, к нему пришиваем другой. Отгибаем, закрепляем машинной строчкой и продолжаем шить дальше. Мы шьем самую простую вещь. Цель, медитация и отдых. Особенно ничего не подбираем. Самое главное, чтобы кусочки подходили по длине. Если попадаются уж очень мелкие кусочки, то можно их соединить вместе в длинные ленты, а потом уже пришивать.
У нас задача использовать весь мусор, а не нарезать нового. Поэтому можно сразу же подровнять торчащие края и спрятать их под очередной полоской. Так постепенно мы заполняем всю основу. В конце работы можно еще все прошить по краю, чтобы мелкие кусочки не вываливались. Тщательно обмерим нашу заготовку, подровняем и подрежем края. Конечно, у нас остался мусор, но его стало гораздо меньше. А значит, наша планета будет чище. Края заготовки обработаем бейкой. Смотрите, у нас прямые углы. Значит, бейку берем прямую. Просто полоску ткани шириной 4 сантиметра. Я постоянно показываю, как это делать правильно. Прикладываем к лицевой стороне, лицом к лицу. Особенное внимание на угол. Ткани подтягиваем, формируем складку под прямым углом, потом шьем дальше. Пришитую бейку отгибаем на изнаночную сторону. Дважды ее подгибаем. Угол у нас формируется автоматически. Мы его только немного поправляем. А потом бейку пришиваем на швейной машинке. Строчку ведем по лицевой стороне в шов. Строчка будет закрыта наплывающей тканью. Этот способ обработки края показан в советских учебниках по шитью. С изнанки получается все чисто и аккуратно. Но если вы новичок, то лучше сначала прошить иголкой с ниткой. И получилась у нас прекрасная прихватка. Подставка под горячее. Ручки свои надо беречь. А прихватка получилась плотная и жаропрочная, из натуральных материалов. А когда она прогорит, то и выкинуть не жалко. Тем более, что шили мы ее из отходов. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.